интернет-магазина Reason.by. Впечатленные фотоотчетами, вдохновленные отличной погодой, мы решили отправиться на очередной платный водоем, находящийся в Минской области, в Вилейском районе, на расстоянии 75 километров от Минска. Называется прудовое хозяйство «Забудова Щарка». Состоит из нескольких водоемов, населенных определенными видами рыб. В соответствии с наличием видов рыб здесь взимается определенная плата. Если ты настоящий рыбак, не нюхаешь бойла, а макаешь воду навозного червя, опарыша, перловку и хлеб, то обязательно подписывайся на наш канал, не забывай следить за обновлениями, ставить лайки и оставлять свои комментарии. По отзывам охранника, здесь есть небольшой ладошечный карась, за которым все сюда и приезжают. Как-то так. Вот у меня 2 поводка. На верхнем опарыш с мотылем, на нижнем червь с опарышем. Забросимся, прикормимся и забросим другие удочки. Специально поставила так, чтобы наживка лежала совсем на дне, чтобы поклевка была очевидной. Кормиться сильно не буду. Не хочу. Что-то дергает, что-то гуляют. Сейчас попробуем. Может, что-нибудь клюнет. Чуть-чуть подожду. Очевидно, что мелочи здесь, конечно, много. Думаю, что она явно будет мешать рыбалке. Так, получается, что на второй удочке у меня тоже 2 крючка, 2 поводка. Здесь крючки меньшего размера. В качестве эксперимента сделаю наоборот. Поставлю на верхний поводок червя с опарышем, на нижний мотыля с опарышем. Я выставила второй поплавок. Здесь глубина возле травы меньше 40 сантиметров. Там глубина где-то сантиметров 50-55. Я даже не знаю, есть ли смысл кормить, потому что здесь и так видно, что прям камыши ходуном ходят. Но вероятнее всего это мелочь, и чтобы завлечь рыбку покрупнее, я думаю, надо все-таки закормиться. Это у нас сразу 2 ерша, чтобы вот оно что, да, товарищи? Ну что, я, наверное, прикормлюсь. Я заброшу немного. Ну и сейчас ради интереса заброшу кормушку одну. На дальний заброс я решила поставить вот такой вот монтаж с одним крючком. Наживить на крючок червя с опарышем. С одним крючком, для того, чтобы потом никто не возмущался, что я браконьерю.
самом деле по утру здесь очень холодно. На траве иней, то ли иней, то ли роса, непонятно. Вода очень холодная, очень. Несмотря на то, что здесь совсем маленькая глубина. Здесь столько рыбаков, но несмотря на то, что их очень много, места пока хватает всем, никто друг другу не мешает, на головах никто у друг друга не сидит. В принципе, проводить комфортно время можно. Вот еще один, чуть-чуть уже побольше, это радует. Если вот таких ловить, то это будет достаточно приятно. А вот что у меня только что за трофеи взяли на удочку. Красавчик. Конечно, малыш, но клюют они красиво. Вот он, мой хороший. Боже, как в детстве. А вот еще один. Вот. Красавчик. Бойкий. Странно. На нем, обратите внимание, нет чешуек. Вот он, мой хороший. Клюет регулярно, стабильно, очень часто. Практически один за одним. Не всегда получается их засекать. Практически все словлено на червячка. Господи, вы просто посмотрите, какая офигенная погода. И как здесь обалденно красиво. Практически везде по берегу сидят рыболовы. Там справа целая семья.
рыба просто сходит с ума. Что? Уже скоро 2 часа. У нас вообще полностью закончилась перекормка. Мы, наверное, почти потратили всех червей. И, в общем, нам опарыша. Клевать все равно продолжает. Небольшой карасик, ёрш попадается вперемешку. Как-то так. Ох, как он пытается увести прямо в камыш маленький, но все время пытается в траву завести. Такой уже где боец. Такой красавчик. Маленький, но все равно хорошо, когда есть хоть что-то, чем вообще ничего. Твою мать. Экстрим, ё-моё. Два часа дня. Ветер немножко успокоился, из-за этого пошел клев. Постоянно дергает. Уже несколько карасиков подряд. У соседей тоже клюют. Вот так. Еще один. Ну что, наш рыболовный день подошел к концу. Давайте посмотрим, сколько рыбы нам удалось поймать. Ну что, в улове у нас одни небольшие караси, меньше ладошки, и один вот такой вот небольшой, наверное, грамм на 300 карпик. Карпика мы выпустим, потому что он болеет, а карасика заберем с собой, и вы посмотрите, что мы с ним сделаем. Карасика. Мы приехали в совсем другое место и собираемся выпустить пойманную рыбу на другой водоем. Сейчас я покажу, куда.
позитивной ноте. Я думаю, что комментарии здесь излишни. Хватайте свою семью, друзей, внуков, детей в охапку, берите удочки, езжайте на забудову Щарку, чтобы половить карася. Канал интернет-магазина Резонбай. Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. И, естественно, следите за нашими обновлениями.